Всем привет! Друзья, наши постоянные зрители, наши новые подписчики, где мы с вами оказались? Мы оказались в музейно-мемориальном комплексе «Победа». И почему мы оказались? Буквально пару слов. Многие из вас в комментариях спрашивают, что у нас за город, почему мы говорим периодически о японцах, о каких-то непонятных. Вообще, что у нас здесь происходило, откуда здесь война была. Собственно говоря, вот об этом наш музей и рассказывает. Помимо Музея Победы есть, конечно, в городе и краеведческий музей, где можно со всей историей ознакомиться области, вплоть начиная от древнейших времен до настоящего времени. Но мы с вами начнем с военной истории. С военной истории, потому что, к сожалению, даже не все жители России, даже не все жители Дальнего Востока знают о том, что на острове Сахалин, на острове Шумшу на Курильском проходили ожесточенные бои в августе 1945 года. Многие не знают, ну почти никто не знает о том, что здесь за 40 лет до этого, в 1905 году, были не менее жестокие бои, где партизаны сопротивлялись японским захватчикам. Ну и много-много чего интересного происходило. Сюжет будет обзорный, я не буду проводить вам полную экскурсию, именно с целью вас заинтересовать, вас, ваших друзей, заинтересовать и вынудить, в буквальном смысле, прийти к нам в музей на подробные полноценные экскурсии. Итак, первый зал называется «Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны». Здесь мы даем общее представление о том, какие боевые действия проходили на наших островах. Вначале вполне логично мы упоминаем о событиях русско-японской войны, о том, что в 1905 году, к сожалению, Россия эту войну проиграла. В результате часть острова Сахалин на долгие 40 лет отошла Японии. Потом плавненько переносимся в 1945 год и рассказываем о том, каким образом протекали здесь боевые действия. О событиях русско-японской войны, у нас есть отдельная интересная экспозиция, мы туда тоже с вами поднимемся. Там тоже пару слов, пару интересных моментов я вам озвучу. Но давайте посмотрим, что у нас есть здесь, в этом большом зале. Вначале я вам или мои коллеги, не менее интересно, расскажут о том, как проходил раздел территории, как прокладывалась граница, что здесь было интересного. А интересного, поверьте, было очень много. Вы узнаете об интервенции, да, опять же, огромный кусок нашей истории, я не имею в виду сахалинской, истории России, о которой, опять же, к сожалению, мало кто в наше время знает. Происходило много чего интересного. Затем вы узнаете о том, как развивался отдельно Северный Советский Сахалин, и Южный Сахалин, японский, территория губернаторства Карафута. Опять же, интересного было очень-очень много. Даже если вы придете в этот зал, вот сними, пожалуйста, лайтбоксы, даже если вы придете в этот зал без экскурсий, хотя я вам рекомендую экскурсию взять, можно самостоятельно будет ознакомиться, как видите, текстовой информации очень много. И на лайтбоксах, на стендах, на сенсорных экранах. Но опять же, с экскурсоводом гораздо интереснее. Двигаемся дальше. Обо всем я рассказывать вам не буду. Что это за экспозиция, что за отряд такой «Призрачные олени». Конечно, многие из вас уже могут загуглить самостоятельно, увидев название. Но все же лучше узнать это в экспозиции. Дальше по хронологии. Мы расскажем Засними, пожалуйста, карту. Расскажем, собственно говоря, об укреплении Курильских островов, об укреплении обороны юга острова Сахалин, японской части острова Сахалин. Много интересных историй, которые косвенно связаны с Советским Союзом, например, боевые действия Соединенных Штатов Америки на Алиутских островах, где очень интересные операции они провели. Одна из них прям с таким, скажем так, казусом, с интересным, что считается, пожалуй, самой нелепой операцией Второй мировой войны. Что это за операция? Как она проходила? Я вам расскажу здесь из первых уст, скажем так. И если здесь целенаправленно приходить, знакомиться с историей, с этим периодом в истории Сахалина и Курильских островов, как минимум на этот зал час-полтора уйдет. Это минимум. Информацию, вам гарантирую, вы найдете очень интересную, для многих абсолютно новую, хотя она не секретная, и уйдете довольны как слоны. Макет острова Шумшу. Сейчас мы с вами закончим этот зал и окажемся именно на этом острове. Быстренько с вами пройдем по пути советского десанта. А на данном макете можно самостоятельно ознакомиться с историей острова Шумшу, но самое главное,
что нас больше всего интересует. Давай-ка я покажу. Я вам сейчас буду показывать проекции японских огневых точек. К сожалению, я вам сразу все их включить не могу. Будет 3 проекции, которые в голове нужно суммировать, чтобы понять, какое огромное количество точек было на этом самом небольшом острове Шумшу. Поехали. Артиллерийские доты и дзоты. Это не все. Они у нас подзависают. Сейчас вот так сделаю. Вот. Это артиллерийские доты и дзоты. К ним прибавляем пулеметные доты. Еще раз. Пулеметные доты. Вот теперь все. И к этим 2 проекциям прибавляем еще пулеметные дзоты. Нет, не все. Вот теперь все. Вот эти 3 проекции нужно соединить. Учесть, что все огневые точки здесь не представлены, то есть на самом деле их было больше. И вы поймете, что плотность огня была невероятная. Зачем я это говорю? Потому что, еще раз повторюсь, мы сейчас с вами окажемся на этом острове Шумшу в трехмерной панораме вместе с советским десантом. И вам нужно будет представить, насколько сложно, насколько фактически невыполнимая задача стояла перед ними, но они с нею справились. Еще один макет острова Мату, на котором, к счастью, боевых действий не велось, но очень много интересных историй связано с этим островом. Очень много легенд, очень много небылиц, баек всяких разных. Опять же, вы можете все это дело посмотреть в интернете, но я вам рекомендую прийти в наш музей и услышать все на месте в очень-очень интересном изложении. И обрати, пожалуйста, внимание, мой друг, на огромную мину, огромнейшую, калибра 320 мм. Это лишь один представитель японской артиллерии на Курильских островах. Чего там только не было у них. Чего только не было. В том числе вот эти вот огромные минометы стержневые. Дальше по хронологии мы узнаем с вами, вы от меня или от моих коллег узнаете о том, как Советский Союз вступил в войну с Японией. Почему эта война не начиналась до августа 1945 года. Какие основания для этого были. И как эта война протекала. О Маньчжурской наступательной операции, об очень масштабной и очень успешной, о Южно-Сахалинской наступательной операции и о Курильской десантной. В этой экспозиции, в этом зале информация дается в общих чертах, но у нас есть 2 интересные трехмерные панорамы, где мы подробнее рассказываем о высадке десанта на Шумшу и о начале освобождения юга острова Сахалин. Из интересных деталей вот в этом большом зале, например, 2 немецкие бочки и крышка от итальянской бочки, которые были доставлены с Курильских островов. Вы, пожалуйста, друзья, карту откройте, да, посмотрите, где Германия, где Курильские острова. Что интересно? Интересно, что никаких данных о том, что немецкие подводные лодки ходили на Курильские острова, никаких данных нет. Считается, что эти бочки трофейные, считается. Ну, вот я здесь небольшой спойлер сделаю. Это официальная версия. Но даже министр обороны России по фамилии Шойгу, знакомая фамилия, в одном из интервью сказал, что, честно говоря, мы сами толком не знаем, как эти бочки оказались на Курильских островах, зачем в таком большом количестве, когда они там оказались. Это министр обороны сказал. То есть какая-то загадка все-таки присутствует. Еще из интересной информации, о которой вы навряд ли знаете, ну, если вы не любитель истории или не профессиональный историк, это, во-первых, несостоявшийся десант на остров Хоккайдо, советский десант. Опять же, откройте карту, посмотрите, где остров Хоккайдо, где остров Сахалин, нас там километров 40 разделяет. Так вот, еще вот столечко, вот буквально столечко, и в составе Сахалинской области, ну или не в составе Сахалинской области, но в составе России могла быть какая-нибудь, не знаю, там, Северо-Японская область или Северо-Японский район, Северо-Хоккайдский район, как угодно фантазируйте. Но десант не состоялся. И также не состоялась совместная оккупация японских островов силами СССР, США, Англии и Китая. Хотя вот эту схему сами, кстати, американцы предлагали. Посмотрите, какая огромная территория должна была быть оккупирована Советским Союзом. Это предложили американцы, еще раз повторяю. Ну, от этой схемы тоже отказались. У нас очень много иностранных зрителей, да, в том числе из Америки. Конечно, американская помощь по ленд-лизу была очень существенной. Споры до сих пор идут, насколько она была критически важной, можно ли было без нее обойтись. Но это все споры, мы в эти дебаты вдаваться не будем. Факт остается фактом. Помощь была, ленд-лиз, она была на самом деле все-таки важна на тот момент. И здесь мы об этом не забываем. То есть мы не эгоисты, мы помним свою историю в полном объеме, помним о помощи наших союзников. Давай вот эту витрину покажем. Витрину покажем, потому что она очень важна. Как вы понимаете, да, погибло огромное количество людей. То есть даже на данный момент, спустя 70 с лишним лет, посчитать всех погибших крайне сложно. Поэтому поисковики ведут очень нужную работу. Большое им спасибо. И здесь у нас
как вы видите, котелки, фляги, найдены в ходе этих самых поисковых работ. Многие с фамилиями, что очень помогает в восстановлении личности обнаруженных останков. Это лишь небольшая часть. Поисковики частенько в нашем музее устраивают свои выставки, по выходным обычно. Так что, если окажетесь здесь в выходной день, то есть шанс застать их, поговорить с ними лично, посмотреть, подержать в руках оружие времен Второй мировой войны. Ну и в завершение уже официальная капитуляция Японии, официальная 2 сентября, которая состоялась на борту линкора «Миссури». Об этом, скорее всего, знают все. Далеко не все знают, что на острове Сахалин, на южной части острова Сахалин, которая уже стала советской после августа 1945 года, начался очень интересный период совместной жизни огромного японского населения. Здесь у нас показано 358,5 тысяч жителей, но цифра это такая, примерная. Да, будем считать примерно 360 тысяч японцев на юге острова Сахалин осталось, которым как-то нужно было влиться в жизнь в составе нового государства, в составе Советского Союза. Этот период очень интересный, с кучей курьезов из-за того, что культуры совершенно разные, с кучей интересных деталей, нюансов. Об этом тоже можно узнать в нашей экспозиции. Либо можно посмотреть интересные книжки, есть, которые изданы сотрудниками, точнее, написаны сотрудниками нашего музея и изданы на острове. Такая литература тоже есть. Вот вам буквально 5 или сколько там, 10 минут мимолетный обзор этого большого зала. Как вы понимаете, без полноценного присутствия здесь, без самостоятельного изучения, либо без помощи экскурсовода много чего упустите. Поэтому приезжайте, приходите на экскурсии, вам понравится. Итак, а сейчас мы с вами оказались на острове Шумшу. Единственный Курильский остров, чей гарнизон оказал ожесточенное сопротивление советскому десанту. Панорама достаточно большая, экскурсия очень интересная. Здесь вы узнаете о том, с какими сложностями, с какими подвигами проходила высадка советского десанта. Поверьте, и этих самых сложностей, проблем, и геройских поступков было более чем достаточно. Там, не на 30-минутную экскурсию, а не знаю, там, на полноценный фильм художественный, состоящий не из одной серии. Мы с вами в начале нашей супер обзорной экскурсии посмотрели на фортификацию японскую на острове Шумшу. Да? Надеюсь, там вы помните о том, что плотность огня здесь была невероятна. Плюс невероятно мощные укрепления, огромное их количество. Ну и вот со всем этим предстояло справиться советскому десанту, который, опять же, для затравки, советскому десанту, который был численно меньше японского гарнизона в 2,5 раза. То есть наступающих бойцов советских было меньше в 2,5 раза. Но в итоге японцы не выдержали натиска. Как это происходило, как они хитрили, японцы, имею в виду, какие подвиги совершали советские бойцы, все это вы узнаете от экскурсовода во время очень-очень интересного рассказа, очень интересной экскурсии. И пока Василий показывает вам дальнейшую панораму, я еще раз извинюсь за сбивчивость рассказа. Данный видеосюжет у нас получился спонтанно, мы не планировали его, не готовились, текст никакой не писался, поэтому есть вот так, как оно есть. Поверьте, во время экскурсий плавность разговора намного лучше, информативность намного выше, поэтому смело приходите, смело берите экскурсии. Взятие полицейского поста Хандаса. Здесь вы узнаете о начале освобождения южной части острова Сахалин.
о том, как отсюда выбивали японских милитаристов. Узнаете вы от меня или от моих коллег о мощнейшем Катонском укрепленном районе, что он себя представлял, зачем он был нужен, о том, как начались боевые действия и как они проходили, как был взят первый пункт, который на пути советских войск оказался, тот самый полицейский пост Хандаса. Итак, мы с вами условно оказались участниками штурма полицейского поста Хандаса. Панорама, на самом деле, очень интересна, очень много деталей, очень много историй с этими деталями связанные. Именно здесь вы узнаете о том, собственно, какие танки советские участвовали в освобождении Югославии, Сахалин, как проходил штурм полицейского поста, что здесь было интересного, какие были сложности. Сложностей, поверьте, было очень много. Очень много было сложностей. О том, как советские бойцы с этими сложностями справились в итоге, о их подвигах, о том, как отчаянно сопротивлялись японцы. Они сдаваться-то, в принципе, не планировали, это мягко говоря. Вот о любых деталях, которые вы здесь увидите, а их здесь много, можно будет узнать у экскурсовода, у меня и у моих коллег, получить полноценную информацию, получить полноценное представление, я не преувеличиваю, о подвиге советских солдат, о настоящем подвиге. Так, панорама интересна не только демонстрацией боевых действий, очень много любопытного, условно, в главном здании, которое находилось на территории полицейского поста Хандаса, потому что интерьер, в частности интерьер казармы, представьте себе, максимально точно воспроизведен по оригинальной японской фотографии. То есть вы фактически оказались в 1945 году, в августе месяце. О японском лозунге над винтовками, 3 иероглифа, о гранатах, о мече, о флаге и о куче всего я вам рекомендую узнать в ходе интереснейшей экскурсии. Я нисколько не преувеличиваю, все уходят очень довольными. И еще раз скажу, неважно, кто будет вести, ко мне вы попадете, либо к моим коллегам, информации получите очень много, и вся она будет очень-очень любопытна, очень интересная. Ну и казарма. Здесь просто простор для воображения, если у человека с воображением все в порядке, либо простор для огромного потока вопросов от любопытных посетителей. Я всегда рад, конечно, отвечать на все, но, к сожалению, к большому сожалению, время экскурсии здесь ограничено примерно 25, максимум 30 минут. Это максимум. Это если я очень-очень быстро буду говорить, быстрее даже, чем сейчас. Тем не менее, на вопросы мы отвечаем еще и за этой панорамой, за дверьми панорамы, то есть не бросаем людей на произвол судьбы. Поэтому приходите, спрашивайте, точнее так, приходите, слушайте экскурсию сначала, не перебивая экскурсовода, чтобы получить максимум информации, а потом задавайте вопросы, и на все вопросы получите ответы. Да, вот это очень интересная деталь. Иероглифы читаются Карафута-Тё, то есть губернаторство Карафута. Это южная часть острова Сахалин в течение 40 лет. Эмблема губернаторства Карафута. С этой эмблемой связана очень интересная история. Я не буду сейчас ее озвучивать. С посетителями мы здесь немножечко задерживаемся на пару-тройку минут у этой эмблемы. И я их мучаю, пытаюсь мучить каверзными вопросами. Но всем на самом деле нравится. Никаких тут супер викторин в стиле «Что, где, когда» или других интеллектуальных передач нет. Вопросы все легкие, вопросы все забавные, поэтому все чувствуют себя очень-очень комфортно. С помощью вот этого мультимедийного ларька можно узнать историю наград Великой Отечественной войны, узнать, какая награда, когда была учреждена, как она выглядит с обеих сторон, узнать статут этой медали, то есть за что она присваивалась, за что ее награждались бойцы. Все по хронологии, все максимально подробно, от самых-самых первых медалей до самых-самых последней и до самого-самого дорогого ордена Великой Отечественной войны, даже самый дорогой, один из самых дорогих орденов в принципе в мировой истории, Орден Победы. Можно сравнить кое-какое советское оружие с, условно говоря, с немецкими аналогами. Стрелковое вооружение, технику, авиацию, танки. Это все для любителей истории, конечно. Школьникам на самом деле очень интересно. Какой здесь принцип? Давай смотрим, например, какая у нас техника советская. Да? Читаем характеристики, например, Ил-16.
и потом сравниваем с каким-нибудь немецким аналогом. Вот, МЕ-109, условно говоря. Чтобы получить общее представление о том, какое соотношение сил, какого качества техника была с обеих сторон. Тоже задумка очень-очень хорошая, очень интересная. И то же самое, только уже не с техникой, а со стрелковым оружием на другом экране. В небольшой экспозиции «Сахалин в тылу» вы узнаете о том, собственно говоря, как эта жизнь в тылу, в глубоком тылу проходила, как трудились сахалинцы, какие они силы приложили для того, чтобы Великая Победа состоялась. Экспозиция маленькая, но насыщена интересными деталями. Я заикнулся в первом сюжете, в первой экспозиции о том, что на Сахалине, на юге острова, ну вообще на Сахалине, проходили бои в 1905 году против японцев, что здесь воевали партизаны. И именно вот об этом, преимущественно об этом, в данной экспозиции мы рассказываем. Здесь можно ознакомиться, в принципе, со всем ходом русско-японской войны, есть и такая информация. Но главная направленность — это, конечно, так называемый региональный контент, такое модное словосочетание. Из кого набирали партизан? Как они воевали, как вели себя японцы, как они пытались с партизанами справиться. Что из этого в итоге получилось, все это вы узнаете здесь. Например, для затравочки. Скорее всего, большинство из вас знает про подвиг крейсера «Варяг», ну или хотя бы слышало. Но вот про подвиг крейсера «Навик», совершенный у берегов Сахалина, знают очень-очень мало людей. Здесь мы это исправляем. Здесь вы идете вот с таким багажом знаний, вот с такой улыбкой широкой. Проблема у нас. Уйдете очень довольны, уйдете с огромным количеством интересной информации. Продемонстрирую экспозицию, пожалуйста. Данная экспозиция называется «Сахалинцы в локальных конфликтах 20-21 веков». Ну, из названия понятно, да, что мы рассказываем о жителях нашей области, которые в каком-либо локальном конфликте приняли участие. Сами понимаете, что обо всех рассказать невозможно, и обо всех сахалинцах невозможно рассказать, и обо всех этих конфликтах, потому что Советский Союз и Россия успела поучаствовать более чем в 50 разных мини-войнах, скажем так. Для наших хейтеров сразу говорю, что это далеко не рекорд. Наши западные коллеги поучаствовали намного в большем количестве конфликтов, не только поучаствовали, а стали их инициаторами. Но не об этом разговор. Основная информация здесь дается в текстовом виде на сенсорных экранах. Можно выбрать тот или иной конфликт, который вас интересует, узнать, как развивались основные события.
ознакомиться со знаками отличия, с наградами, которые были учреждены для участников сражений в этом конфликте. Но в экспозиции мы рассказываем о трех больших, серьезных, очень серьезных конфликтах. Сначала давай пройдем к острову Даманский, так будет логичнее. Остров Даманский, крошечный островок на реке Уссури, весной 1969 года чуть не стал поводом для полноценной войны между Советским Союзом и Китаем. И об этом на самом деле очень мало кто знает. К моему удивлению, об этом не знают даже военные с высокими званиями из, скажем так, не местных штабов, а из московских всяких разных управлений. Здесь мы эту несправедливость устраняем, информируем людей о том, как конфликт происходил. Интересного было много. Героев было много. 5 человек за сражение на острове Даманский получили звание Героя Советского Союза. 5 человек. Кроме острова Даманский, кроме того, как сложилась его судьба дальнейшая после окончания боевых действий, мы рассказываем далее об очень серьезной странице в нашей истории, об афганской войне, так называемой афганской войне. Да, она продлилась более 9 лет, и большая часть, конечно, уделена ей. Здесь, как и во всех других экспозициях, очень много интересных деталей. Например, мы очень гордимся, я очень горжусь тем, что у нас есть земляк замечательный, Владимир Константинович Цветков, который принимал участие в штурме дворца Таджбек, или штурм дворца Амина, да, легендарная спецоперация. Он здесь от первого лица интересно рассказывает, частенько бывает у нас в музеях, дает интервью. Очень-очень интересный человек, очень интересный. Ну и в целом, если возьмете вдруг экскурсию в этот зал, хотя берите ее не вдруг, а берите ее целенаправленно, узнаете много-много-много подробностей. Итак, зал памяти вполне логично посвящен сохранению памяти о тех сахалинцах, которые погибли в какой-нибудь войне, в большой или в малой, неважно. Проходи за мной, я покажу, как пользоваться этой информацией. Это, пожалуй, единственный зал, в котором вам, в принципе, экскурсовод не понадобится. Здесь можно и нужно делать все спокойно, самостоятельно. На экране можно узнать о судьбе конкретного человека, либо можно, не знаю, найти по каким-то имеющимся у вас данным исходным, либо по хронологии выбрать какой-нибудь конфликт и здесь уже выбирать из фамилий погибших. Ну и одна из самых интересных задумок зала памяти вот прямо перед вами. Здесь вы можете, опять же, найти по фамилии человека, судьба которого вас интересует. И если вы считаете, что данные об этом человеке неполные, вот вы точно знаете, вы его родственник, да, или это друг семьи, например, вы эти данные прямо здесь корректируете, вносите исправления, информация потом проверяется научным отделом, данные сохраняются. Либо вы вообще не нашли человека, вы точно знаете, что, например, какой-то, опять же, друг семьи погиб, условно говоря, в Афгане. Несправедливо, что его здесь нет, это несправедливо. Вы данные вносите, вы тут же сканируете фотографию, все очень удобно сделано. Данные, опять же, сохраняются, проверяются научным отделом, и таким образом зал этот наполняется. Не обращайте внимания на то, что, точнее, не обижайтесь на то, что здесь кого-то, возможно, нет. Потому что информации очень много, и все это делается поэтапно. Нашему музею всего лишь 2 года, даже нет 2 лет. Естественно, сразу все сделать мы не можем.
симулятор легендарного штурмовика Ил-2. Вращается во всех проекциях, то есть в принципе здесь запросто можно выполнить мертвую петлю, бочку или любую другую фигуру высшего пилотажа, которую можно было выполнить на таком одномоторном самолете. Ну, по-моему, сейчас у нас будет... Да, точно. Сейчас у нас авария. Итак, одно из самых интересных в нашем музее мест, самая интересная локация для подростков, это точно тир, интерактивный стрелковый тир. Здесь можно полноценно научиться стрелять, есть мишенная обстановка. Можно поразвлекаться, есть различные форматы. Можно готовиться в составе двойки, тройки боевой. Есть опции там, освобождения заложников, наступления атаки противника. Самые-самые разные форматы. И давайте я вам продемонстрирую, что здесь все более чем серьезно. Макет оружия, вот у меня в руках АК-103, полностью имитирует боевой автомат. Кроме автоматов у нас здесь есть СВД, есть пистолеты Макарова. Оружие стреляет с отдачей примерно в 70-80% от настоящей, от реальной отдачи. Как видите, никаких проводов, ничего нет. Но все очень-очень серьезно. Ну и, конечно, автоматический режим стрельбы. Оружие может выстрелить ровно то количество патронов, условных патронов, которое для него предназначено. То есть АК-103 произведет только 30 выстрелов, СВД только 10 из одного магазина, ПМ, соответственно, 8. После этого обязательно нужно менять магазин, обязательно заново досылать патрон в патронник. То есть полноценная боевая стрельба. В принципе, вот этот комплекс не для музеев, конечно, разрабатывался, а для подготовки реальных военных. Такие комплексы есть в военных училищах, военных академиях. Товарищи военные, которые сахалинские военные, к нам приходят, и, честно говоря, я вижу зависть в глазах, потому что на острове такого комплекса в частях воинских нет. Но есть у нас. Можно прийти, приобрести билет, поразвлекаться здесь, либо полноценно пройти обучение. Можем и такой формат предложить. Так что приходите, не пожалеете. Покажи, куда попал. Покажу, прямо в лицо.